Всем детерминизм. Смотрел фильм с Томом Крузом «Особое мнение». Это не очень популярный фильм в России, но на IMDb он занимает сейчас 500 место по популярности. То есть это, конечно, не топ-100, но топ-100 я уже давно, давно посмотрел, поэтому приходится расширять свои горизонты. На моей памяти я ни разу не видел фильм с Томом Крузом, который мне понравился. И этот фильм не был исключением. Но на этот раз я не думаю, что это даже его вина. В общем, как и Лупер, то есть как петля времени в русском дубляже, фильм про свободу воли. Поэтому я не могу не снять про него видео. Этот фильм пытается опровергнуть детерминизм, предоставляя систему, которая позволяет предсказывать будущее. То есть идея, логическая ошибка заключается в том, что они такие: вот, невозможно предсказать будущее, поэтому детерминизм не существует. И это абсурд полнейший. Детерминизм не предполагает, что человечество в целом когда-либо вообще в принципе сможет предсказать будущее. Детерминизм просто говорит о том, что все события заранее предопределены. Да? Не предрешены, а предопределены. То есть все, что уже случилось, оно случилось, потому что на это были какие-то причины, которые привели к тому, что оно случилось. В прошлое. Да? Все ситуации, которые случились, они были неизбежны. Все. То есть можно это расширить, да, то есть сказать, что все события, которые произойдут в будущем, они неизбежны, но идея не в этом, да, то есть идея в том, что все, что случилось, оно не могло не произойти. Оно случилось, потому что это был единственный возможный вариант, который мог случиться. Вот. В общем, спойлеры дальше. Существует система. Типа есть 3 экстрасенса. И они предсказывают убийство. И типа у них первоклассные совершенно результаты, что они ни разу не ошиблись. С этого начинается фильм. А потом в течение фильма выясняется, что оказывается, несмотря на то, что, благодаря тому, что их 3, они не всегда согласны друг с другом. То есть у них у всех видение, но иногда они различаются. То есть типа там у них есть branch and future, то есть несколько вариантов будущего. И это типа доказывает существование свободы воли. И потом эта идея, она еще усиливается, да, дополнительно, что вот будущее главного героя, не было разногласий между этими 3 экстрасенсами, что они все 3 согласились, вот, но вот эта вот девочка, одна из экстрасенсов, которая в этом моменте находится с главным героем, она такая: ты все равно можешь выбрать, у тебя есть свобода воли, ты можешь выбрать, несмотря на то, что вот мы никогда не ошибаемся, мы всегда предсказываем, но ты можешь выбрать. Вот, и он выбирает. Вот, там немножко мутят эту идею, потому что, он все равно убивает человека, но перед этим он такой: нет, я тебя не буду убивать. Вот, собственно говоря, про фильм все, да, и дурацкая идея. Фильм тоже не очень хороший, главное, зараза, такой длинный, его можно было совершенно спокойно сократить в половину, и ничего бы не изменилось. Спилберг такой: вот, это, будет классика. Вот, и действительно есть люди, которые называют этот фильм классикой, несмотря на то, что, вообще не классика. То есть, даже если смотреть по фильмам Спилберга, то Спилберг снимал гораздо более хорошие фильмы, чем этот. Вот, но я все-таки хочу исследовать эту идею, да, как детерминизм будет проявляться, если мы можем предсказывать будущее. Да? То есть мы уже разбирали фильм «Петля времени», где было что-то похожее, да, вот, но здесь именно не то, что кто-то путешествует в прошлое, прошлое меняется, и будущее меняется из-за этого, а здесь именно то, что мы можем предсказать будущее, да, никто никуда не путешествует, да, никакого парадокса, дедушкиного парадокса здесь нету, просто мы можем предсказать, что случится, и
это будет типа стопроцентное предсказание, да, потому что, ну, как бы, если мы говорим, что типа, вот, короче, человек никогда не может предсказать, что случится, поэтому, ну, как бы, детерминизм, типа, вот, будет правильный, да, дело не в этом, дело в том, что, ну, предположим, это будет стопроцентное предсказание, да, то есть, как бы, мы 100% каким-то образом неебическим нашли способ увидеть будущее, и мы его увидели, и оно 100% случится, то есть, как бы, у нас нету вот никаких вот расхождений вот этих альтернативных будущих, мы точно знаем, что вот это событие случится. Как детерминизм будет работать в этой ситуации? Очевидно, что если мы... Это, кстати, в Донни Дарка было. Там очень хорошая идея, что, типа, если ты знаешь будущее, то ты автоматически можешь его изменить. Вот. И Донни Дарк такой говорит, да, но зачем мне его менять, если я действую в соответствии с этим будущим? Ну, это другая идея, мы про это, может быть, потом когда-нибудь поговорим, да, ну, идея в чем, да? Идея в том, что, ну, действительно, если ты знаешь свое собственное будущее, да, то есть, как бы, ну, чужое там сложнее повлияет, но если ты знаешь свое собственное будущее, значит, ты можешь его изменить. Ну, логично, да, то есть, как бы, если тебе предсказали, что ты там, если в 2 часа, тебя в 2 часа пристрелят в театре, допустим, да, ты не идешь в театр, и тебя не пристреливают. Все, то есть, как бы, это все, что нужно сделать, чтобы изменить свое будущее. Вот. Ну, как бы мы не будем говорить сейчас про пункт назначения, да, это шикарные фильмы совершенно, да, они никакого отношения, ну, не связаны с детерминизмом, ну, то есть, как бы, это больше про судьбу, да, то есть, как бы, пункт назначения это судьба, да, то есть, там просто идея в чем, что, то есть, ты должен был умереть, поэтому ты умрешь, все, то есть, это не детерминизм, это фильм не про детерминизм. Вот, но я спорить с этим не буду, конечно, да, что вот, если я знаю свое будущее, значит, я могу его изменить, это, ну, логично совершенно, потому что, ну, как бы, если это новая информация, да, обращаем внимание, да, это новая причина, по которой мои действия будут другими. Без этой информации новой мои действия бы произошли точно так же, как они должны были произойти. Да? Мы вносим новую информацию, эта информация является новой причиной, из-за которой мои действия меняются. Естественно, будущее тоже меняется и так далее. Вопрос. Опровергает ли это существование детерминизма? Не опровергает. Вообще никак. Ну, то есть, да, мы изменили свое будущее. Да, это будущее, ну, 100% было предсказано. В чем проблема? Ну, в смысле, почему это не опровергает детерминизм? Принцип всегда один и тот же. Любое событие, ему предшествуют какие-то причины. То есть вот эта вот петля, которую мы сделали, да, ну, как бы условно говоря, у нас была линия времени А, ну, которая условно говоря поворачивала налево, мы из этой линии сделали петлю назад, ну, то есть как бы мы видение вот это вот будущее запихнули обратно, и из-за этого у нас получилась линия времени Б. Вот эта петля, которую мы сделали, да, то есть у нас будущее шло вот так вот, да, то есть хопа, да, вместо того, чтобы оно пошло вот так вот, оно сделало вот так вот. Но линия все равно одна и та же. То есть вот эта вот петля, которую мы сделали, она ничего не меняет. То есть мы изменили будущее, не вопрос. Да, то есть как бы то видение из линии А, которое мы увидели, оно бы 100% произошло. То есть, потому что причины, которые мы видели, ну то есть как бы причины, которые определяли вот это будущее, они были там. А теперь мы вносим новую причину, и эта новая причина работает точно так же, как и все остальные причины. Да? Как бы вот эта вот причина, которую мы взяли из будущего линии А, она имеет точно такой же вес, как и все причины, которые, ну, находились в прошлом линии А. Соответственно, вот эта вот петля, это все равно линия. То есть, с нашей точки зрения, мы изменили будущее. Но с точки зрения детерминизма ни хера не изменилось. Потому что, опять-таки, то, что мы взяли в будущее, то, что мы взяли из будущего линии А, это тоже было предопределено.
это одно из тех действий, которое было предопределено вот этим вот бесконечными цепочками событий прошлого линии А, оно привело к тому, что мы увидели это будущее гипотетическое. То есть, с точки зрения линии А, это 100% будущее, потому что, ну, то есть, цепочка вот эта вот, она идет, и она действительно к этому приведет. 100%. 100% она к этому приведет. Но мы меняем линию, да? Мы вносим новую информацию, и она идет по другую сторону. Но это все равно линия. То есть, мы идем, вот у нас линия А, да? Цепочка причин, причина, следствие, 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 следствие. Здесь мы получаем информацию из будущего. То есть вот эти вот все причины, они привели к тому, что следствие, да? Вот это вот всего, это следствие, оно привело к тому, что мы получили информацию из будущего. Да? И мы просто идем в другую сторону. Линия. Все равно линия. Да? То есть это как она называется? Лента Мёбиус. Да? То есть это трехмерное пространство, да? То есть объект трехмерный, да? Но движение по этой ленте, оно одномерное. Здесь то же самое. Вот нам кажется, что мы что-то сделали, да? Что мы изменили там будущее, что опровергли мы детерминизм, но на самом деле ничего не изменилось, это все равно линия, да? То есть просто с нашей точки зрения, вот эта вот петля, которую мы создали, да, которая была предопределена, она, ну, как бы, вот, это не просто линия, это уже петля, поэтому что-то меняется. Ни хера не меняется. Все равно линия, да, то есть, как бы, если ты шнурок из шнурка сделаешь... Сейчас. Вот у тебя шнурок. Ну, шнурок. Вообще это зарядка, но не важно, шнурок. И ты делаешь вот так вот. Вот у тебя петля. Вот эта вот петля, это у нас типа предсказания будущего. Ну, не типа, это действительно предсказание будущего. Другой ли это шнурок? Ну, то есть, из-за того, что мы сделали вот эту вот петлю, перестало ли быть это тем шнурком, который у нас был, стало ли это другим шнурком? Не стало. То есть шнурок тот же самый. Вот, соответственно, детерминизм, он в любом случае будет работать как детерминизм. Да? Еще раз напоминаю, детерминизм это не то, что, то есть, как бы тебе что-то там суждено. Да? Детерминизм это у любого действия есть какие-то причины. Да? То есть, из-за того, что у тебя изменилось будущее, не значит, что у тебя есть свобода воли. Детерминизм он не об этом. Детерминизм он про причины, да? То есть, если у тебя изменилось будущее, это не значит, что у тебя появилась свобода воли. Это не связанные вещи вообще. У тебя будущее изменилось, потому что детерминизм это, ну, то есть, ткань вселенной, да? То есть, как бы ни одно событие не происходит без детерминизма. Изменение будущего это одно из этих событий. То есть, это все равно детерминизм. То есть, твоя реакция на получение информации о будущем, то есть, то, какое у тебя будет будущее, твоя реакция, она была настолько же предопределена, как и тот факт, что ты узнал о том, что какое у тебя будет будущее. То есть детерминизм все равно работает всегда, повсюду и, ну, то есть с начала времен до конца времен. То есть, как бы, пока существует время, пока существует пространство, детерминизм будет работать. Ну, как бы он... То есть, никакого времени на самом деле нету, да, то есть время это пленка, да, то есть детерминизм существует. Не будет существовать, а существует. Вот, я надеюсь, я доходчиво все объяснил. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, я всегда отвечаю. На сегодня все. Детерминизм — это свобода. Увидимся.